Привет, мои дорогие девочки! Привет, мои котики! Сегодня у нас супер день. Сегодня 13 марта. И кто не помнит, сегодня лунный день, новолуние. Сегодня такой прикольный день, да, как говорят, пятница 13, а мы сегодня говорим новолуние 13 сегодня, девочки. Так что, а что это за день-то такой? Сегодня черный, самый черный день, когда луна уже на небе не горит, да, то есть ее не видно, не слышно, ее нету, она не светит. И обратите внимание, когда выходят оборотни. Оборотни, мои дорогие, появляются именно тогда, когда луна уходит за облачка, как в фильмах. Но на самом деле, если мы будем касаться магии, то это, девочки, происходит как раз-таки в новолуние. И, кстати, многие занимаются магией. Вот когда кто-то хочет навести всякую дрянь, да, на другого человека, делать рассорки, такие, знаете, черные привороты, но не все виды, да, а вот именно такие вот черные привороты вот делают на новолуние. И, кстати, можете тоже за собой замечать, если вам вдруг плохо ни с того ни с сего, да, если что-то происходит, взгляните на день, да, если у вас на новолуние или полнолуние выпадает, что вот как-то по организму вашему не очень хорошо, да, то будьте уверены, от чего это идет. И я вам скажу, что, например, мужики в полнолуние, обратите вот внимание, да, когда полнолуние, посмотрите, как мужчины вокруг вас реагируют на вас, как они разговаривают. Многие там ссорятся, бесятся. С ними столько всего интересного происходит именно на полнолуние. Это у них как все равно, как у нас ПМС, девочки. Так вот, у мужчин ПМС на полнолуние. А у женщин, которые, кстати, часто хотят отобрать чужое, либо, ну, еще что-нибудь, то они, например, занимаются магией именно на новолуние, когда приходит тьма. И пока мы тут с вами все собираемся понемножку, потому что, еще раз говорю вам, девочки, когда вы нажимаете колокольчик, чтобы вам с Ютуба приходило оповещение, да, о всех там каких-то новых записях на каналах, на которые вы подписаны, то не сразу приходит. И я обратила внимание, что те каналы, на которые я подписана, у меня даже через 4 дня приходит оповещение, что что-то вышло. Поэтому, а у некоторых вот опаздывает на несколько минут, у кого-то еще больше, у кого вот интернет барахлит. Поэтому немножко с вами тут соберемся, поболтаем, чтобы вы могли потом все вместе выбрать варианты и не пропустить. И гадать мы сегодня будем на темы его, девочки, чувства к вам. И будем гадать на тему его мечты в любви. Эта тема действительно, я вам скажу, не такая уже и несерьезная, да, его мечты. О чем он мечтает, можно подумать, да, нафиг нам это надо. Но на самом деле, когда мы делаем что-то такое, да, хорошее, я имею в виду, что мужчине нравится, да, он больше к нам привыкает, больше нас ценит, даже любит. Особенно, если мы похожи там на кого-то, да? Так, у нас будут, девочки, его чувства к вам, а вторая тема будет его мечты в любви. А если тут вот девочки пишут, хотят тему «Помиримся ли мы?». У меня на канале есть такие гадания, да, «Помиримся ли мы?». Вы можете в поисковике вбить, о главном ТВ «Помиримся ли мы?», да, или что такое примирение, или «Помиримся». И вам выскочат такие вот видосы, которых я гаданий много снимала. И дело в том, что почему оно действует, даже старые записи, да, потому что вы выбираете сами карту, там лежат эти 4 варианта. И иногда вы один и тот же выбираете, а иногда выбираете, ну, следующий, да, или там, ну, какой вам захочется. И он все равно будет правдивым. Так, ну что, ну и пока мы, девочки, собираемся, тут я вам скажу, вы, наверное, видели, а может кто не видел, у меня сегодня анонс, у нас новолуние 13, и поэтому я сегодня прям дождалась 13 часов. Сегодня новолуние началось, как, что интересно, 13 числа в 13 часов 21 минуту. И я так ждала и думала, как бы успеть и ритуал снять, да, и подготовиться к нему, и стрим сделать. Я думала, что, может быть, стрим я уже не успею. И он так поздно, потому что
потому что я снимала, девочки, ритуал. И я вам покажу, это ритуал будет из черной магии на фотографии, девочки. Это моя прабабушка, которую я никогда не видела, и мне надо было на прабабке, но на мертвом человеке, которого я вживую не видела. Главное, что вживую не видно было. Так что, если кто хочет делать сам такой же ритуал, как у меня, там описание будет просто в спонсорстве, в котиках, а сам ритуал в верховных котиках, девочки, потому что не каждому он нужен, да. Ну что, и давайте разомнем кости, разомнем наши новолунные, девочки, кости в эту ночь. И вот вам шкатулочка. И я хочу, чтобы вы угадали, что в этой шкатулочке находится. Это так мы тренируем нашу экстрасенсорику, чтобы вы потом более так успешно, скажем так, даже выбирали свою карту. Просто не просто так тыкали, да, а чтобы чуть-чуть интуицию включали, подсознание свое. Посмотрите, вот это такая шкатулка с черепом, и в ней что-то спрятано, что-то лежит. Пишите, девочки, что вы видите. Даже если вы ошибетесь, это не столь важно. Главное, что вы... главное, даже если вы когда чувствуете, и вдруг вы об этом напишете, и для многих вообще придет осознание, да, насколько вы сильны в экстрасенсорике, в ясновидении, в магии. Цвет какой? Тут, девочки, такой цвет запоминающийся. Какой формы это? Что это? Из какого материала? Что вам идет? Несколько там предметами или один? А знаете, некоторые из вас подумают, что они неправильно ответили на вопрос, да, я смотрю по вашим комментариям, но фишка в том, что многие реально, вот у вас работает чуйка, это факт. Даже такие некоторые совпадения, да, и сразу видно. Как вы за раз схватываете, да, за пару секунд посмотрели, вы же недолго смотрите, правда? Я только что выставила этот сундучок, а вы уже почувствовали. Может быть, где-то кто-то с формой или с цветом не угадал, но фишка в том, что многие из вас уже угадали, что там. Практически. Вот вам сейчас будет интересно, мои дорогие. Ох, и будет интересно сейчас. Я вам скажу одну вещь, да. Даже если вы угадали цвет, форму или еще что-то, то я вам скажу, что у вас ясновидение и экстрасенсорика работает. То, что где-то какие-то нюансы вы не отгадали, это фигня на самом деле. Ну что, давайте откроем и посмотрим. Посмотрим, мои дорогие. Опачки. А здесь, девочки, камни малахитовые. Это мне подарочек приехал. И я за этот подарочек еще не послала подарочек, да? Но я обязательно пошлю попозже немножечко. Спасибо тебе, моя дорогая, что прислала. Я надеюсь, ты смотришь. И, в общем, смотрите, девочки, это малахит. Это малахит. Причем, кто тут говорил про кольцо? Вот оно. Видите, девочки, вы думали, что это на палец одевается, а может и одевается на палец это. Круглая, ну практически круглая, зеленая, девочки, холодная, и такая форма есть, и кольцо ваше есть, девочки. И вы даже вот просто посмотрите даже по комментариям, если вы не читали, обратите внимание, сколько из вас угадало на самом деле, что тут. Вот сколько из вас угадало. Вот реально, посмотрите. Вы практически все, да, все правильно почувствовали. Возможно, какие-то другие предметы шли, но если вот обращать внимание на форму, да, обращать внимание на какие-то такие нюансики, оно все равно вам шло. Даже вот тут я даже прочитала про туз пентаклей, кто-то сказал, да. Так я вам скажу одну вещь. Вот такие вот камни продолговатые, да, вот палки, камни продолговатые, кости,
тоже определенно не круглые, например, какие-то, не черепа, а именно такие. Это все к тузу пентаклей именно в магии относится. Именно в магии, девочки. Вот такие вот дела. Ну что, я всех поздравляю, всех, девочки, поздравляю, что вы все-таки поотгадывали, реально поотгадывали. И обратите внимание, сколько нас, и мы так чувствуем, вот откуда вы знали, и как говорят, что на расстоянии экстрасенс не работает. Работает. Через фотографию или через видео экстрасенс не работает. Работает. Мы находимся с вами на расстоянии, да? Вы смотрите просто на картинку, и вы уже знаете, что здесь лежит. Понимаете? То же самое с фото, то же самое с картами, то же самое с видео, с всем чем угодно. Вот это и есть экстрасенсорика, и вот это вот и есть все магия, мои дорогие. Это все у нас живет. А нам все говорят, что этого не существует. Да что ты! Тут столько всего люди угадали просто в стриме, да, и вот просто меня иногда поражает, как некоторые, экстрасенсов не существует. Девочки, мы доказали сейчас обратное. Просто доказали обратное. Сами себе, правда, а остальным мы не доказываем. Молодцы, вы реальные молодцы. Ну что, давайте тогда погадаем. Давайте погадаем. А у меня, кстати, есть такой плейлист сразу, там, где можно отгадывать. Так что, если вдруг кто не видел, есть развитие экстрасенсорики, такой плейлист, там, где я под черной тканью что-нибудь скрываю, потом вам показываю, что. И даю вот это вот время, чтобы вы почувствовали. И дело в том, что днем мы одно чувствуем, ночью другое. И когда возле нас люди, одно чувствуем, когда мы одни, другое. И все еще зависит, насколько у вас батарейка, да, у нас как в телефонах садится иногда батарейка, и нам надо повышаться, садиться, заряжаться. Вот такие дела. Ну что, давайте посмотрим, девочки. Первую тему мы посмотрим с вами его чувства к вам. А давайте на двух Таро, девочки, будем смотреть. И его чувства к вам мы посмотрим с вами на Воронье. Это Таро убийц, хотела сказать. Это убийцы ворон, девочки, такое Таро. И мы сейчас с вами разложим на 4 варианта. Ну, так как тут собрались ведьмы, экстрасенсы, и это без иронии, без ничего. Вы видели это даже в комментариях. Вы видели, как вы отгадываете. И давайте посмотрим. И вот так же вы отгадываете карты, также вы выбираете варианты. И также вы можете заниматься магией, мои дорогие. Так что welcome. Не бросайте, девочки, это занятие. Чем больше вы разбираетесь в этом всем, тем лучше, на самом деле. Ну что, давайте посмотрим. Его чувства к вам. И у нас будет 4 варианта. Первый, второй, третий, четвертый. И будем уже смотреть, на каком Таро мы будем выкладывать и допы, и все остальное. 4 варианта. Ну что, мои экстрасенсы, ведьмы, девочки, выбирайте. Первый, второй, третий, четвертый вариант. Его чувства к вам. Ну что, котики мои. Хорошо. Я надеюсь, вы выбрали. Если, девочки, кто-то не успевает, например, то можете отматывать где-то на 2-ю минуту от стрима. Вперед нельзя отмотать, а назад можно отмотать. И посмотреть еще раз, какой вариант выбрать. Ну что, поехали, девочки. Его чувства к вам. Его чувства к вам, этого мужчины. 4 кубков. Если вас ожидает скорая встреча. Вот если чем больше у вас отношений, девочки, вы общаетесь по телефону, ну, у вас происходит все время общение, значит, у вас скоро с ним будет встреча. Если он на расстоянии, девочки, это скучает. По-любому скучает, думает, да, и... у него как предвкушение праздника. Вот знаете, когда у нас, например, ждет какое-то приятное событие, и мы его хотим, да, и
все время в голове вот так держим, что-то приятно подкручиваем, какие-то фантазии включаем. И вот у него то же самое. Он прокручивает у себя в голове какие-то фантазии, связанные с вами, возможно, с вашей встречей, либо ваши какие-то вот такие вот моменты, которые ностальгия, да, которые он бы хотел бы увидеть. Еще этот человек вот стремится воссоединиться. 4 кубков– это отчет. Это когда пара, как говорится. Мы с вами тоже, с мужчиной, например, пара, да? И вот он стремится к вам. Он хочет с вами воссоединиться. Даже если вы тут бывшего загадали, то это можно трактовать так, да, что он жалеет, что он не с вами, что он с вами расстался, и он по вам скучает. И вот было бы так-то, если бы до кобы росли бы во рту грибы, думает ваш бывший, как говорится, кусает свои 2 четных локоточка. Вот такой вот вариант, девочки. Давайте еще посмотрим его чувства к вам. 10 пентаклей. Он, знаете, у себя в голове говорит о вас больше слов, да, он больше откровенен сам с собой именно в мыслях. Но когда его спрашиваешь, либо для того, чтобы это все облечь в речь, либо в письмо какое-то вам, да, то он многое что скрывает. Он как многоточие хочет много написать, либо пишет эти многоточия. Тут есть сокрытие своих чувств к вам. Я не все говорю тебе. И говорю тебе мало, а думаю о тебе много. Давайте еще посмотрим его чувства к вам. 9 кубков. Это, девочки, еще такое, знаете, больше с сексуальным подтекстом, да, то есть я хочу тебя иметь. Я хочу тебя иметь. Вот что бы он хотел бы на встрече с вами, да, это, как говорится, положить вас и заняться с вами, как говорят злые бабки и соседки, непотребщиной, да. Вот такие вот дела. Так что, девочки, смотрите, 9 кубков – это то, о чем мечтает мужчина. А мечтает он о 6-м старшем аркане влюбленные, да, то есть отшельник хотел бы перевернуться. 9 кубков – это отшельник, который хочет перевернуться, который хочет быть в любви. Хотел бы вас, девочки, поиметь, как говорится. Давайте еще посмотрим его чувства к вам. 13-й аркан смерти, девочки. Но 13-й это не говорит прям про смерть какую-то, да. И, возможно, это как раз-таки говорит про сегодняшнее число. 13-й старший аркан, новолуние, девочки. 13 число. Это, я бы даже сказала, что карта указывает, что вот прямо здесь и сейчас. Вот прям сегодня, прям сейчас, девочки, вот эти вот все мысли и идут сюда. А давайте еще одну достанем. Его чувства к вам. Я даже не знаю, как описать это. Вот то, что я чувствую. Я аж как по горлу чувствую, да, вот. Он как хочет сказать что-то. Знаете, такое вот, я даже не знаю, как это объяснить, это чувство. Вот когда хочешь что-то сказать человеку, и смалчиваешь, тебе хочется сказать, и не можешь. И, короче, знаете, как ребенок, который от обиды вот заплачет, но сдерживает все слезы. И такое вот ощущение в горле такое есть. Непонятное. Сказал бы, да не буду, не буду. Но тут много надежд у него. Вот у этого мужчины много надежд. Он, знаете, он у вас эмоциональный, этот мужчина. Он не прагмат такой, который все продумывает до мелочей и прет как танк. Нифига. Он смотрит на то, как вы на все реагируете. И именно к вам, девочки, я бы даже сказала, что есть неуверенность, да, неуверенность в себе по отношению к вам. Вот такой вот, мои дорогие, был первый вариант. Ну что, давайте посмотрим второй. Второй вариант, кто выбрал, его чувства к вам.
Двойка пентаклей. Если, девочки, это не ваш мужчина, либо вы с ним находитесь в любовном треугольнике, скорее всего, он либо с этой другой, да, по любовному треугольнику. Тут идет как измена, но двойка пентаклей это не сама измена, да. Это такое ощущение, что либо все об этом знали, либо это уже давным-давно предполагало, что это будет. Но это для тех, кто в таких вот несостоявшихся отношениях, да. Но вот если этот мужчина, девочки, именно ваш, давайте посмотрим. Двойка жезлов. Рыцарь кубков. Он с каким-то твердым подарком. Твердый подарок какой-то. Но это какое-то даже приспособление. Мне так хочется сказать, я извиняюсь, презерватив, да, но не знаю, от чего мне такое идет, девочки. Он с каким-то твердым приспособлением в подарок он. Но, короче, девочки, если это не ваш мужчина, там какой-нибудь любовный треугольник у вас, да, либо он принадлежит другой женщине, либо это какой-нибудь коллега, с которым у вас ничего нету, да, то тут, скорее всего, что он как с другой женщиной, и там вот что-то такое вот происходит, да, шорох какой-то в кустах. Но тут надо делить, да, если это все-таки именно ваш мужчина, с которым вы общаетесь, на отношения с которым вы надеетесь, и вы видите, что он к вам тянется и все остальное, да, то я вам скажу так, если у вас отношения с ним не закреплены, знайте, да, что там есть другие тетки, другие женщины, девушки другие, которые не прочь бы с ним побыть. И он, в принципе, тоже с ними не прочь, потому что он еще до конца не выбрал. Но, так как идут две такие карты, двоечки, это самые низкие. Туз, да, единица, это не самая низкая карта. Это наоборот, она больше к магии относится. А двойки как бы самые низкие. И вот эти вот двойки, они обычно обозначают подклады и там отсутствие, например, энергетики какой-то, да. Но все самое такое низкое. И тут как раз-таки низкое, твердое, да, идет по картам. И рыцарь кубков, то есть, скорее всего, он действует. То есть он может ходить с кем-то на свидание, да, и так ля-ля-ля-ля-ля-ля, как мальчик. Но дело в том, что вы его можете перетянуть на свою сторону, если будете более активны в его сторону. Так, а давайте, знаете как, еще разложим именно, если это ваш супруг, ваш мужчина, ваш парень, с которым вы живете, или с которым вы встречаетесь, и ничего такого нету. Вот начнем с этой двойки пентаклей, потому что тут как он идет, наверное, куда-то, но твердость какая-то чувствуется. Давайте еще посмотрим его чувства к вам. Колесница. Ну точно, девочки. Так. И император. Колесница, император. Вот почему мне сейчас показывают его какие-то действия? Что он куда-то идет. Он как идет, девочки. Но что-то какое-то твердое. Почему-то очень этот край земли, как говорится, виден, да? Почему я его вижу, я не могу понять. А чувства к вам какие? Какие к вам чувства у него? А может, это он к вам идет, девочки? Рыцарь кубков к вам. Восьмерка. Я вам скажу так, девочки, я поняла тут, в чем прикол, да. Я вам скажу так, у вас есть тут соперница, сразу говорю. Возможно, не разлучница нифига, но соперница, которая слюни пускает на вашего мужчину, тут откровенно просто есть она. Просто откровенно. И причем, знаете, как она пытается подъехать на кривой козе к вашему этому мужчине. То есть она реально... Там это может быть очень-очень короткая мини-юбка, где она, как в фильме «Основной инстинкт», да, там ногами перебирает.
Это может такая, знаете, вывалившая сисечка быть. Ну, то есть она такие вот методы, девочки. У нее нормальных методов нету. Тут эти одни двойки, это такие... Где-то это может обозначать подклад, но не в этом раскладе. В этом это активные действия похотливой женщины, которая хотела бы вашего мужчину иметь. Причем внезапно, как говорится, в подъезде, да, в укромном каком-то уголке. И потому мне тут сначала так и шло, как будто он, знаете, там с кем-то чего-то. А я вам скажу, это не редкость. Если вы думаете, что у мужчин такого нету, девочки, есть, реально. Это... И мне даже один, короче, парень такую же фигню рассказывал, что лезут, понимаете, просто лезут откровенно в соцсетях, да, и причем зная, что мужчина, например, женат, да, коллега по работе там одна, это, лезла так конкретно. Прям отдавалась и говорила, давай мы с тобой встретимся, я тебе дам. Ну, то есть, и это был вообще капец. И уже не говоря о том, как... А сегодня, кстати, суббота, да? Как на выходные, например, пьяный тариф начинается. Мы иногда звоним для того, чтобы там мозги поколупать каким-то бывшим, да, или там каким-то мужчинам. А некоторые вот прям откровенно звонят, возьми меня. И вот, вот у вас есть соперница. Ну, точнее, ее даже соперницей не назовешь, но это такая какая-то похотливая коза, которая вот просто хочет очень сильно. Причем она откровенно в сторону вашего мужчины действует, да. Не то, что какими-то уловками, интригами. Нет, она просто, понимаете, это вот, как вот плащ этот эксгибиционист открыла и заворожила, типа... Но это вряд ли подействует. Но это такое похотливое желание какой-то женщины по отношению к этому мужчине. Но мы-то гадаем на его чувства к вам. Какие у него чувства к вам? Четверка жезлов. Звезда. Такая какая-то колоссальная разница между вами и между той женщиной. Но получается... Вы у него как в будущем идете. 17-й старший аркан выпадает на вас, да? Что вы от него как-то дальше, чем вот она. А давайте еще посмотрим его чувства к вам. Девятка пентаклей, его чувства к вам. Короче, девочки, из плохого, да, а с чего начать? С хорошего или с плохого? Давайте с плохого, за хорошим закончим, да. Из плохого тут либо изменяет чел, да, либо на вашего мужчину нападали сегодня так откровенно, ногами нападали, да. Либо, девочки, вот тут вот мужчина может, знаете, тут какое-то такое вот непонятное даже отношение к своему желанию. И тут мысли, вот именно какие чувства к вам, их нету здесь. Вот чувства к вам, их сейчас нету. Не то, что у него нету вообще. Вы для него как какая-то недоступная, эфемерная, да? А он сейчас либо... Слушайте, может, это на мастурбацию похоже, потому что слишком близко вот это вот. Может, мы как раз чувства не словили, а я словила вот эти вот все вот эти вот ощущения от того, что тут как раз-таки проходит процесс, девочки. Еще не вечер, а кому-то уже ночь, и может перед сном он решил что-то сделать, девочки, подергать гуся. Короче, девочки, тут он занят. Ванна занята, девочки. Ванна занята сейчас. И телефон в руках. Я это думаю, что так не похоже на измену, но какое-то такое с женщиной. Либо он вот смотрит пнуху, да, и делает это дело. И мыслей сейчас никаких нету. Он смотрит в глаза гусю, гусь смотрит ему в глаза. А давайте еще посмотрим. А его чувства к вам нормальные, высокие, хорошие чувства. Есть, девочки, но вы как королева мечей пошли. Вот сами посудите, почему вы выпали. Вы ему либо отказали, либо вы сейчас недоступны для того, чтобы сделать то, что он делает с вами. Вот такие дела.
Ну, дает, короче. Ладно, давайте посмотрим третий вариант. Его чувства к вам. Его чувства к вам. Девятка жезлов. Ему как не хватает денег. А денег... А тут еще дьявол выпал. Денег, договор с дьяволом. Ну, это в переносном смысле. О, ваш мужчина сейчас, знаете, он не соображает, девочки. Он не соображает по поводу того, как правильно и откуда правильно достать деньги. Тут мужчина думает о том, как что-то свистнуть где-то, где-то пожульничать, где-то таким чем-то заняться, что может его пустить на не очень хорошую дорожку. Ему денежек не хватает. Правильно, а чего ему не хватает денег? Либо, девочки, это вы такая клевая, королева Пентаклей здесь выпала. Скорее всего, мужчина себя ведет здесь так, как не должен себя вести, как он себя обычно не ведет. И королева Пентаклей здесь выпала. Я так думаю, что это все-таки вы, девочки. Королева Пентаклей, она вот такого мужчину вот раскачивает на качелях. И вот вы его просто качаете. И он сейчас просто вцепился лапами в эту качель, чтобы с нее не упасть. И он не понимает, что происходит. Потому что вот взять этот третий глаз... Да, взять гипофиз, мозжечок, он у него как раскачанный. Он как опорно-двигательный аппарат, короче, как, знаете, пьяный зигзагами идет. И у него вот так, девочки, сейчас. Может быть, напился из-за вас. Может, это вы так ему вот голову вскружили. Но тут есть такая опасность стать на такую не очень хорошую дорожку, что-то вытворить, да, вытворить из-за того, что ему не хватает денег. Может что-то своровать где-то, пожульничать. И тут фонит именно женщина ему, королева Пентаклей, та, которая его... Вроде бы она ничего не говорит, да, но его заставляет на это пойти. И то есть, знаете, вот мы, например, когда с такими людьми, которые такие куражные, да, куражатся, ищут на жопу приключений, и нам иногда хочется, да, тоже найти на жопу приключений. И тут получается, что из-за того, что вы рядом, да, вы на него вот так вот влияете, девочки. А может, если вы на расстоянии, вот он ищет, как бы, да, у кого-нибудь денег стрельнуть и не отдавать. Кто бы дал взаймы до следующей зимы? Это может еще означать, что если он вам сейчас в ближайшее время будет дарить там цветы, какие-то подарки, все остальное, знаете, что не за свой счет купленные. А давайте еще посмотрим. Его чувства к вам. Боже ты мой. Вы ему кружите голову, девочки. Реально кружите. И причем он хотел бы, как король кубковый, да, он хотел бы этой ситуацией держать ее в кулаке, чтобы он мог бы вами руководить. А вы, как песок, как вода, сквозь кулак у него просачиваетесь. И он вас хватает, а взять-то не может. И в то же время он не может думать как нормальный король. У него все через дьявола идет, да, через карту дьявола. То есть он не соображает, что он творит. У него как затуманенное такое сознание. Вы его дезориентировали в пространстве, девочки. Пошатнули его гипофизную чакру. Что его чувство к вам? Надеется, что вы дадите слабину. А я вам скажу, что вы готовы дать эту слабину. А он это чувствует. Чувствует. Вот знаете, то, что вы даже на него гадаете, он чувствует, вот, что вы им интересуетесь. Но у него на первом месте денежка. А денежка для кого? Для императрицы. Восьмерка мечей. К чему ты? А к чему ты?
Он вас разозлит в ближайшее время, девочки. Ну и Луна. После Луны можно не выкладывать. Вот у вас, кстати, знаете, погода метеочувствительный человек он, да? Точнее, новолунно и полнолунно чувствительный человек. Вот как в начале видео мы с вами говорили, да, все он чует, девочки. Как мужчины на полнолуние с ума сходят, товарищ и на новолуние, и на полнолуние. Луночувствительный, метеочувствительный человек. Магнитная буря — это все его родное. Коленки будут болеть. Так. Но по этим картам все-таки давайте резюмируем его чувство к вам. Он с вами как хулиганистый становится. Вот есть такой тип мужчин, который зависит от того, с какой он женщиной находится. Вот он такой, девочки. Чем больше... Вот смотрите, я вам скажу одну вещь, да. Это реальный совет, даже не просто на сегодня, а вообще, да. Если когда этот мужчина рядом с вами, и вдруг, девочки, он раньше не пил, а начинает алкашировать. Если он раньше не воровал, начинает воровать. Если там он раньше работал все время на одной, например, работе, и вдруг уволился, и никак не может найти эту... Ну, короче, если он хуже начинает жить, да, хуже к вам относиться и все остальное, я бы его все-таки отпустила, этого мужчину, да, потому что он зависимый от вас, как от Луны, понимаете? И некоторых мужчин, почему, например, в Средневековье так вот женщин считали, что они такие греховные там или еще что-то, все беды от женщин, да? Потому что женщины реально очень сильно влияют на мужчин. И даже хорошего мужчину могут, как говорится, уволочь в лес. Обесчестить и все остальное. То есть, если с вами мужчина расцветает, значит, это ваш мужчина. Если он чахнет с вами, девочки, то отпускайте его. Вам надо тот, который расцветает с вами, который расцветает при вас, как при Луне, потому что вы пентаклевой королевой выпали. И еще в этом же раскладе 18-й старший аркан Луны выпал. Это не шутки вам, ведьмочки мои. Третий вариант такой вот ведьмовской. И то, что к вам лярвы могут тянуться всякие, это тоже отсюда, да? То, что к вам могут притягиваться больные мужики, алкаши какие-то, они вот тянутся, потому что они чувствуют по иерархии вас выше, да, и они могут путать эту любовь просто с желанием, ну, такой низкопробной какой-нибудь паразитирующей лярвы побыть вместе с сильной ведьмой. А мы иногда тоже думаем, о, мужчина клевый, да, и путаем любовь именно с своей силой. Так что, девочки, в этом надо немножко разбираться. То есть вам надо оценить этого мужчину, вот реально прощупать со всех сторон. Замуж за него особо спешить не надо. Надо его вот реально хотя бы так хорошо узнать. Потому что если быстро тут выйти замуж за него, да, а если этот мужчина, который просто притянулся к вам не как ведьмак к ведьме, к примеру, да, а как больной к ведьме. Вот представляете, как ему будет очень тяжело с вами. Да и вы как потеряете время. Вот такие вот дела. Но если резюмировать его чувства к вам, он как голову потерял. Это собака Баскервилей без головы по отношению к вам. Он под вашим влиянием, причем неосознанным, девочки. Вы даже не представляете, насколько сильно вы влияете на этого мужчину. Ладно, давайте четвертый вариант посмотрим. Его чувства к вам. Тройка пентаклей. Тройка пентаклей, мои котики. Если, девочки, он сегодня не объявится, то он на растущей луне у вас любитель объявляться. А на растущей луне он все время вас хочет. Вот хочет и все. Он относится к вам как к красивой женщине. Вот все, что он о вас, девочки, думает, красивая женщина, красивая женщина, красивая женщина.
с характером эта красивая женщина. Он из-за вас плакал, девочки. Либо из-за какой-то ситуации, связанной с вами. Плакал. У кого-то будет предложение руки и сердца. Этот мужчина предложит вам замуж, девочки. Если вы развиваете с ним отношения или будете развивать там в будущем, да, ну то есть вы опять сойдетесь, если это бывший какой-то, да, то это к браку ведет. Влюбленные вот и выпали. Когда он на вас смотрит, он вами, девочки, любуется. Тут идет любование королевой. Но сказать вам, давайте на будущее забегу вам сказать, девочки, что я не буду говорить, что будет с ним, хотя тут и ясно, что будет, да, но фишка в том, что по деньгам, да, это не самый лучший вариант. То есть, если вы хотите богатого, прям мужчину, и вы будете купаться там, ну, мягко говоря, в золоте, что он будет покупать вам, что захотите, нет, девочки, тут такой, знаете, середнячок такой. Даже не то, что там середнячок, да, то есть вам придется работать при нем. И если у вас все время будет секс, этот брак будет держаться. Без секса брак не будет, девочки, держаться. Вы не будете собой жертвовать ради этого мужчины. У него какая-то новая форма идет, новая форма одежды какая-то. Либо новые одежки купил себе, либо это форма одежды новая какая-то. Че он такими пентаклями выпадает? Он выпадает довольно-таки странными. Вот эти вот карты идут, да, одна за одной. Очень странно. Если бы эти просто пентакли выпадали, я бы сказала, что он склонен к магии, либо склонен вот как-то на вас гипнотически влиять, да. НЛП, девочки, нейролингвистическое программирование он может использовать. Но фишка в том, что тут какой-то секрет с ним есть. Сейчас посмотрим. Секрет какой-то есть у него в линии поведения к вам. Секретное какое-то. Солнце. Двойка кубков. И видно, как он хорошо к вам относится, да? Любовно, я бы даже сказала. Но что-то тут не то. Сила. Так, что за секрет у него? А он не будет говорить об этом секрете. Блин, у него реальный секрет, девочки, от вас есть. В поведении к вам. Это хорошее что-то? Но секрет этот, он не считывается картами сейчас. Этот секрет не считывается, девочки. И я не могу его пробить. Я бы даже, знаете, хотела промолчать, но скажу, да, он как защищенный, этот секрет. Он реально защищенный, что его не пробить. Именно это, если сказать по-научному, да, это нейролингвистическое программирование вас, воздействие на вас для того, чтобы вы как-то себя вели по отношению к нему, как он хочет, но не идет вообще, как он хочет, да, то есть его чувства к вам, они спрятаны, как в какую-то, я не знаю, там, черепную коробочку, защищенная. Но это защищенная,
Я даже не могу описать. Это не методы. Это не обычная магия. Это не обычная магия. Это какие-то, знаете, такие технологии, я бы даже сказала. Ни проверки, ни интриги какие-то, ни сплетни, ни магия. Не черная, тем более, да. Но что-то такое вот с технологиями связано а, по, по покорению девочки. Странный какой-то, как петлю, знаете, такую какую-то затягивает, непонятную какую. Ну, подождите, сейчас посмотрим его чувства к вам вообще. Ну, влюбленные девочки выпадают. Второй раз уже выпадает старший аркан, влюбленные на вас. Что-то он вам, возможно, что-то готовит в секрете, да? Я бы держала ухо востро, но в то же время и наслаждалась бы общением с ним. То есть что-то такое интересное у вас будет. У вас впереди что-то такое интересное и заманчивое, девочки. Там еще 19-й старший аркан Солнца шел. Может, это как-то и с какой-то датой связано, может быть. Ладно, мои дорогие, вот такое вот было гадание у нас. Не будем задерживаться. Погадаем с вами на другую тему. Его мечты в любви. Давайте посмотрим. Мечты посмотрим. Его мечты в любви. И посмотрим это на Монаре, на эротическом таро. Вот, девочки, есть Монара. У меня есть две колоды Монара. И вот это моя старинная колода, которая из Италии, которая, как только появилась Таро Монара, как только Лос Карабео ее напечатала и выдала в свет, еще никакой даже рекламы не было, да, мне с Италии уже прилетели эти карты. Но есть вторая колода и тоже с точно такими же рубашками, но она новее выглядит, да. Но есть еще такие цветные колоды. Цветные колоды на Монара. Ну вот не поверите, вообще не могу работать на цветных колодах Монара. Вообще не идет ничего. Не знаю почему. Там, где рубашка цветная, вообще не мое. А вот именно вот это мое. Фиг его знает. Но я так все время зацикливаюсь на этой теме. Про колоды. Так, давайте посмотрим. Его мечты в любви. Можете и на себя загадать. Но давайте посмотрим в общем. Его мечты в любви. Каждый уже хочет любви, человек. Давайте посмотрим. Его мечты в любви. И у нас будет 4 варианта. И мы так по-быстренькому прокатимся, девочки. Может, что-то где-то у кого-то будет что-то интересное и необычное. Первый, второй, третий, 4 вариант. Его мечты в любви. Ну что, выбрали, девочки? Тогда посмотрим. Его мечты в любви. Ну что, его мечты в любви. Боже мой. 16-й старший аркан. Я вам скажу, что либо это боязнь разводов, боязнь расставаний. Он очень-очень сильно боится расставаться. Боится чувства, что его кинули. Меня кинули. Она меня кинула. Девочки, он очень сильно переживает за расставание. То есть все расставания, которые были в его жизни, начиная с детсада, когда его бросила девочка в розовых штанишках, да, то все он тяжело переживал. Все переживает, не может отпустить. И у него это даже затягивается на несколько лет. Я бы даже сказала, что лучше для него вариант клин клином вышибать. Да? Но не сразу, а через время. То есть влюбился, например, расстался, потом надо как можно быстрее опять влюбиться. Мечтает, чтобы не разводиться, не расходиться, чтобы его все время любили, ласкали, обожали. Он не многолюб, он, девочки, однолюб, такой мужчина. Привязывается, и все тут. Что он хочет от любви? Жену-красавицу,
Ревнивый, девочки, он. И любит интим, чтобы вы в чем-то... Короче, это интим в чулках и в шляпе, девочки. Самый лучший вариант, потому что он, как знаете, любит, чтобы на женщине что-то было, ну, хоть что-нибудь. Полностью, когда женщина голая, у него как-то фантазия немножко не та. А вот когда женщина с ним играет ролевые игры, секретарша и босс, учительница географии и ученик, да, 9 класса, девственник, еще какие-нибудь игры, девочки, будет играть с удовольствием. Как в реале, знаете, он такой, типа, никто не должен сказать плохо про него, про его семью, я хороший, типа, семьянин, я хороший отец, я вообще хороший человек и все остальное. Но в тихом омуте черти водятся. Жену надо ему терпеливую, спокойную такую. И в то же время, чтобы дома был такой гнездо разврата, а так за ручки держаться. Боится расставаний, боится боли. Ролевой игрок, девочки. БДСМщик. Давайте еще глянем, девочки. Его мечты в любви. Ну вот, 14 старшая. Вот жениться один раз, никогда не разводиться. Разводы это плохо, это жопа. Короче, никаких психотравмирующих ситуаций в любовных отношениях он не хочет. И он будет обходить стороной таких вот стерв, которые будут говорить, я тебе брошу. Там, или если есть еще несколько мужчин на выборы, а она о них ему говорит, да, то он будет просто... Без пипетунчика, девочки. Как мужчина с холодной воды вылез, да. Ну, вообще, короче. Зажатый, скукоженный, скомканный. Он расцветает именно больше, когда вот общение тет-а-тет. Вот он вообще расцветает, может говорить на все что угодно. А большое общество, он будет зажат. Он будет бороться за то, чтобы выглядеть хорошо в чужих глазах. Ну, такой вот вариант. Давайте второй посмотрим. Его мечты в любви. Я хочу влюбиться и не могу напиться, девочки. Он, знаете, за любовь, за влюбленность, да, за эмоции, за чувства. Совершенно не прагматик, не мужчина тот, который, знаете, так, она богатая, я буду с богатой, потому что с богатой хорошо, там, или еще что-то. Нет, он выбирает по любви женщин. А какие у него мечты в любви? Он любит ухаживать, красиво хочет ухаживать, влюбленно ухаживать. Ну, короче, девочки, самые розовые мечты с любых сериалов, и если собрать, да, то это все воплощено в вашем мужчине. Хочу... Он закрывает глаза и видит, какой он крутой и красивый. Выходит с белого Мерседеса с букетом красных роз. И весь такой причесанный, зализанный, крутой, девочки. Вот прям, знаете, вот мечты обычного, нормального, стандартного альфа-самца. Да, я такой, как вот перед зеркалом мужчины такие... Я самый лучший, я самый привлекательный, я самый такой-то, такой-то. Короче, для него это тема. Хочет развратницу себе. Женщина, которая сама к нему пристает, девочки. Ему нравится, когда к нему пристают интимно. Когда говорят какие-то пошлости ему на ушко, что бы ты с ним сделала, как бы ты его там... в подушку бы окунула. Ну, короче, мечты в любви. Он хочет, чтобы женщина к нему льнула, приставала, и это было бы очень даже и пошло. А сам он мечтает о том, как он будет реализоваться, как он ухаживает. Да я такой, да я такой, такой. И все он делает, девочки, по влюбленности, да, сильной в любви, влюбленности. Ну, это такое больше как мальчишество, да, у него выпало.
Прикол в том, что даже 65-летние мужчины, они себя, в принципе-то, во многом так и ведут по отношению к женщинам. То есть они сами не особо так как бы сексуально активны, да, в сторону женщины, но хотят, чтобы она к нему льнула. Льни ко мне, льни, моя козочка. Главное, чтобы вот этот рыцарь воды, рыцарь кубков реализовывался все-таки, а не просто это мечтал. Но, девочки, у кого-то это просто мечтатель, может быть, да? Он мечтает, мечтает, по факту ничего не делает. И все, знаете, упирается в потолок старшего аркана нуля. Тут либо имеешь дурака, то есть я имею в виду влюбленного дурака, либо дырку от бублика. Но пара прикольная, девочки. Льните к нему, козочки мои. Любит он это. Ладно, давайте посмотрим следующий вариант. Его мечты в любви. Тройка воздуха. И что такое у нас грустный? 13-й старший аркан смерти выпал. Грустит, девочки. А какие у тебя мечты есть сейчас вообще о любви? Есть зазноба, которая ему как не дается, девочки, здесь. Может, вы ему в чем-то отказываете? Может, что-то, может, где-то молчите, потому что королева земли здесь выпала. Это та, которая, знаете, молчунья. То есть, например, где какие-то важные слова, в принципе, ждет от мужчины, чтобы он сказал, да? А он ждет, чтобы она сказала. Или хотя бы дала ему там как-то откровенно, типа, ну, знаете, как некоторые, например, мужчины, да? Мы все знаем, что мужчина должен предлагать женщине, например, замуж, да, на колено преклониться и под луной там делать предложение, да. А тут получается, как мужчина сам ждет, чтобы женщина сказала, ну что, может, давай поженимся, как говорит Гузеева, да. А она не говорит, и он начинает надувать губы. Он почему-то, знаете, какие у него мечты? Чтобы женщина сделала за него то, что должен сделать мужчина. То есть и тут такая несподянка, непонимание может быть по этому вопросу. Потому что когда он чего-то хочет, вместо того, чтобы делать, он этого ждет. А выпадает королева земли, которая сама ждет этого и считает, что мужчина должен знать. И она будет права. А он наоборот, вот чего-то хочет и молчит. Понимаете? И губы надувает еще. Давайте еще посмотрим. Его мечты в любви. Паш огня. Созрел, но не дают, как говорится. И пятерка земли. Девочки, он от вас чего-то ждет. Он ждет от вас, девочки, кто-то извинений, кто-то ждет предложения руки и сердца, кто-то ждет, может быть, цветов от вас. Он ждет того, что по факту должен он по отношению к вам делать. А он ждет от вас. Да, такой прикол. Ну, давайте четвертый вариант посмотрим. Его мечты в любви. Знаете, что больше всего любит делать ваш мужчина, которого вы здесь загадали? Девочки, он любит преследовать дикую лань. Он любит преследовать, наблюдать, выслеживать с биноклем в окно, под окном, да где угодно, в соцсетях, выслеживать свою добычу. Он получает кайф от того, что он выслеживает вас. Да, девочки, вот это вот стопроцентное да. Он следит и кайфует от этого. Это, знаете, то же самое, что это вот хотеть взять в руки ваш телефон, порыться, найти там что-нибудь, да, но не от ярости и от злости, а именно от этого. Кот. Короче, девочки, давайте еще посмотрим, что этот Верховный Жрец выпал. Ой, Верховный Жрец и Император выпал вам.
Вот знаете, от чего получает удовольствие ваш этот охотник, да? Не от того, когда он начинает уже не когда он догнал добычу, да, не от результата, а от процесса. Он получает удовольствие от процесса выслеживания. И все его девочки мечты, и как его зацепить, это вот эти вот, знаете, технологии, про которые многие блогеры, ютуберы, там, тренеры всякие говорят. Мужчину держать на резинке. То приближаться, то убегать. То приближаться, то убегать. И вот этот мужчина от этих вот игноров и непоняток приходит у вас в восторг. Ему это нравится, ему по кайфу такое. Ему даже нравится ревновать. Кайфули у него такие, да. Это, знаете, тут вот жрец верховный выпал и император, да. Это суперсамец, с одной стороны, и с другой стороны мужчина, который, вот знаете, как в католицизме есть такое, как это называется, целибат, да, то есть священник, он принимает или делает целибат, то есть он не имеет права там вступать ни в какие сексуальные отношения, например, с женщинами, да, и получается, что и он как закрывает глаза и мечтает об этом, такой запретный плод сладок, и для него это вообще очень вкусно за вами следить, ревновать вас. Возможно, девочки тут еще и подпитывается от вас так офигенно вашими эмоциями. Может, любит подразнить вас, поигнорить, да, и думать, ах, как она там сейчас сгорает в огне страсти. Гадает на меня сейчас тут. Вот такие вот дела, мои дорогие. Но обратите внимание, Верховный Жрец и Император у него между двумя червовыми картами выпали. Это, девочки, его мечты в любви такие, знаете, предвкушение праздника и предвкушение вкушения запретного плода. Чем больше вы его будете, девочки, туда-сюда гонять, да, как, не знаю, кого, чем больше каких-то таких интриг будет в его сторону, тем он будет в щенячьем диком восторге. Вот такие дела, мои дорогие. Вот такое у нас сегодня было субботишнее гадание. Сегодня на новолуние, и эту тему нельзя было пройти мимо. Ну все, котики мои, спасибо за внимание. Спасибо вам большое. Я надеюсь, вы хорошо сегодня проведете вечерочек, девочки. Если кому нечего делать, посмотрите какой-нибудь интересный фильм про любовь, девочки. Кто любит гордость, предубеждение, кто-то секс в большом городе. Классные фильмы. Могу посоветовать. Все, котики, спасибо большое за внимание. Пока.